Привет! Вы на канале Пара Спиц. С вами Тоня Февралева, и я научу вас вязать. Любое вязание начинается с набора петель, и сегодня я вам покажу самый простой способ. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Это мое первое видео, и мне очень важно набрать подписчиков. Также ставьте лайки и пишите комментарии, я обязательно вам отвечу. Многие вязальщицы всю жизнь набирают петли одним и тем же способом, хотя на самом деле способов очень много. Одни способы подходят для того, чтобы край был более эластичным, другие для того, чтобы был ажурным, красивым, третьи для того, чтобы можно было потом распустить самое начало и вязать в другую сторону. Но это на самом деле не так уж и важно. Невяжущий человек никогда не поймет, каким способом был набран ваш край. Ему главное, чтобы это было удобно и красиво. Поэтому выбирайте тот способ, который вам больше подходит, который для вас привычнее, который для вас понятнее. Сейчас я вам покажу самый простой способ набора петель. Этот набор обычно используется для того, чтобы набирать в процессе вязания, например, когда нужно добрать еще несколько петель. Но и для начала вязания он тоже вполне себе подходит. Я покажу вам два варианта петли: простая и скрестная. Скрестная петля более надежная и стабильная, и с ней будет легче провязывать первый ряд. Для начала, для того, чтобы тренироваться набирать петли, используйте спицу потолще и ниточку тоже старайтесь потолще выбрать, чтобы вам было видно и было легче набирать. Итак, начинаем с первой петли. Первую петлю мы могли бы тоже набрать таким же способом, который я сейчас буду показывать, но она будет тогда непрочная и будет постоянно развязываться. Как мы делаем первую петлю? Значит, берем ниточку, поворачиваем, и нам нужно через нее вот эту вот ниточку положить, но не до конца. Все, вот у нас появилась петелька. Еще раз покажу. Берем ниточку, вот так вот между собой скрутили, вот эту сзади, чик, положили, и нам ее просто вот сюда надо вытащить, чик, спицей, чик, все, вот наша петелька, и мы ее подтягиваем, чтобы она была поплотнее. Нам не нужны слишком слабые, не нужны слишком плотные петли, то есть они должны быть естественно до спицы, то есть непринужденно их затягиваем, а вот дошли до спицы и остановились. Все, теперь такая петелька, с ней ничего не будет. Что делаем дальше? Дальше берем ниточку. Все, этот кончик нам не нужен. Нам теперь только вот эта нитка нужна. Ниточку берем основную, повернули и в петельку в эту вставили и затянули. Сильно затягиваем, но и не делать слабыми, потому что будет край расхлябанный. Еще раз берем ниточку, против часовой стрелочки поворачиваем, вставляем спицу и затягиваем. Вот у нас так вот уже получаются петельки. Тугими сильно не делайте и слабыми не делайте. Все должно быть без насилия над нитками. Так, берем против часовой стрелочки, одеваем, затягиваем. Получаются вот такие петли. Все ровненько, все красивенько. Теперь будем делать скрестную петлю, тоже воздушную скрестную петлю. Она делается ровно так же, но петельку вот эту мы еще раз 2 оборота делаем. Еще раз покажу, смотрите. Сделали петельку и еще раз ее повернули. И туда уже вставляем. И также затягиваем.
Вернули, повернули, все против часовой стрелки крутим и затягиваем. Повернули, повернули, затянули. Вот смотрите, у нас петельки немножко отличаются. Вот эти вот петельки у нас были с крестным набором, то есть тут появился дополнительный узелок, а вот эти вот петли простым способом набраны, то есть тут узелка нету. Вот с другой стороны выглядит тоже так же. Прекрасный вариант набора петель. Конечно, есть свои недостатки, но для начинающего вязальщика, для начинающей вязальщицы, если вам сложно освоить какой-то другой способ, ну почему бы и нет? Способ как способ. Набрали петли, дальше вяжем. Вот смотрите, я подготовила, как в полотне выглядят. Вот это вот петельки, которые были обычным способом набраны. Вот он краешек сверху. То есть видите, как красиво лежат. Очень красиво лежат петельки, ровненько. То есть, в принципе, эластичный край. И все ровненько и красиво. Вот, но самое главное тут не делать слабо, потому что будет широкая нижняя часть, а дальше будут петельки, полотно будет плотнее. А вот второй вариант. Это скрестный набор у нас был. То есть, видите, тут уже петельки чуть-чуть по-другому легли, потому что тут вот маленький узелок появляется. Вот еще раз покажу. Это первый вариант, это второй вариант. Вот как они сверху выглядят. Надеюсь, у вас все получилось, и вы теперь лихой наборщик петель. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Всех целую и обнимаю. Ваша я, Тоня.